Привет, друзья, подписчики, привет, враги, которые меня также наверняка сейчас смотрят. Разумеется, привет всем тем, кто случайно напоролся на это видео. Меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, опасный преступник по версии путинского государства, ну и, разумеется, враг этого самого путинского государства. К сожалению, рано или поздно, но YouTube в России будет заблокирован. Власти пытаются найти альтернативную замену видеохостингу, но такую, чтобы она не представляла для них угрозы. И такой альтернативной заменой может вполне стать так называемая соцсеть ВКонтакте, далее ВК. По моему мнению, именно ВК власти сейчас видят тот ресурс, который, вероятно, станет заменой Ютубу, поскольку с Рутюбом у них совершенно ничего хорошего не получается. ВК объединит в себе еще и весь развлекательный и информационный контент. На самом деле ВК – это сейчас не просто соцсеть, это опасный инструмент в руках властей. В чем же опасность ВК? Об этом я и хочу рассказать вам сегодня. Ну а вас я, как обычно, попрошу досмотреть это видео до конца, поставить лайк, поделиться им и подписаться на этот канал, если вы, конечно же, еще не сделали этого. Итак, поехали! Итак, созданная когда-то Дуровым социальная сеть ВКонтакте в настоящее время полностью подчинена и, можно сказать, принадлежит государству. Когда и как произошел процесс отжатия компании у Дурова, я сейчас рассказывать не буду, я об этом уже говорил в одном из своих прошлых видеороликов. Во фразе «принадлежит государству» на самом деле скрыта более чем просто информация о собственнике компании. Все куда более серьезно и более опасно. В шуточках и в мемах про то, что ВК – это госуслуги, но только с развлечениями, смешного уже совсем ничего нет. Ресурс действительно сейчас стал одним из, можно сказать, отделов спецслужб по получению информации. Он занимает не последнюю роль в работе механизма политических преследований, политических репрессий. Как вы знаете, по статистике, большинство уголовных дел возбуждается именно из-за действий, комментариев, лайков, постов и репостов, совершенных именно в ВК. И в связи с этим нужно понимать несколько важных моментов, которые объясняют причину всего этого. Во-первых, все сервера ВК размещены на территории России. Во-вторых, ФСБ имеет полный контроль над этими серверами. И в-третьих, ФСБ имеет контроль над ключами шифрования. Что это все означает на практике? Размещение серверов на территории России необходимо для физического доступа спецслужб в лице ФСБ к этим серверам. То есть это дает возможность службе снимать информацию с серверов, что называется, не отходя от кассы. Прямой доступ к серверам позволяет органам устанавливать на серверах специальное оборудование, необходимое для снятия всей необходимой информации в реальном времени. Своего рода система СОРМ. Контроль над ключами шифрования решает еще одну проблему. Снятый техническим способом трафик, идущий через сервера ВК и зашифрованный с помощью ключей шифрования, нужно как-то привести в читабельный вид, то есть его нужно расшифровать. Эту проблему как раз и решает доступ к этим самым ключам шифрования, которые есть у ФСБ, поскольку ВК его этой службе этот доступ предоставляет. Как вы знаете, ФСБ уже давно требует от всех интернет-компаний, работающих в России или предоставляющих услуги российским гражданам, хранить информацию на серверах, размещенных на территории России. Уже говорил об этом ранее, но объясню еще раз, для чего ФСБ выдвигает такие требования. Обычно для получения информации от каких-либо интернет-компаний или сотовых операторов спецслужбам необходимо направлять мотивированный запрос с предварительно полученной санкцией суда на проведение ОРМ, например, наведение справок. Далее компания дает ответ в установленный законом срок. Это все занимает время. Написать постановление, подписать его в суде, написать запрос, отправить и так далее. С иностранными компаниями дела обстоят еще сложнее, и с ними у российских правоохранительных органов постоянно возникают проблемы. Попросту говоря, эти компании почти всегда посылают их на 3 буквы. Все эти проблемы решаются размещением серверов на территории России, где у российских спецслужб будет к ним постоянный физический доступ.
Уже есть один старый и простой пример, когда силовикам не нужно заморачиваться, изготавливая и отправляя запросы, поскольку у них есть физический доступ к источнику информации. Это российские сотовые операторы. У них просто-напросто уже давно установлено специальное железо и программное обеспечение, которое в реальном времени снимает всю необходимую информацию посредством специальных технических мероприятий, обеспечивая прослушку и получение любой текстовой и технической информации. Все это замуровано в специальный ящик, называется этот ящик сорумом. Что же касается интернет-компаний, то здесь все немного сложнее и проблематичнее. Но размещение информации на серверах в России позволяет российским властям в лице правоохранительных органов решать все эти проблемы, просто подключаясь к этим серверам и снимая с них всю необходимую информацию. Итак, нам всем известно, что что сервера ВК размещены в России. И отношение путинского гестапо с ВК – это нечто большее, чем отправка и обработка запросов. Это полный симбиоз. Это два организма, которые живут и развиваются вместе. Спецслужбы в лице ФСБ паразитируют на его серверах и высасывают все, что только могут, и то, что хотят, и все, что необходимо для своего существования и для своей деятельности. Взамен ВК получает крышу, защиту, отсутствие конкуренции на российском интернет-поле и инвестиции. В общем, зеленый свет по всем направлениям. ФСБ получает информацию через сервера ВК напрямую, в реальном времени, минуя процесс направления запросов. Это называется снятие информации с технических каналов связи. Но это не означает, что ФСБшники или другие органы не направляют обычные бумажные запросы в ВК. Они это тоже делают и получают официальные ответы, для того, чтобы их можно было приобщить уже к материалам уголовного дела. На сайте ВК есть открытая страница, где указано о том, как ВК обрабатывает запросы органов. ВК утверждает следующее. Мы считаем своим долгом содействовать в поиске реальных преступников, при этом защищая право наших пользователей на конфиденциальность. Здесь компания, конечно же, лжет. Они не говорят о том, что с согласия ВК на ее серверах установлено ФСБшное оборудование для получения любой информации в реальном времени, без всяких запросов. И никакие права пользователей на конфиденциальность они, конечно же, не защищают. Наоборот, они соучаствуют в их нарушении. Также там сказано: мы рассматриваем запросы, которые предоставлены в письменной форме и соответствуют действующим законам. Наши специалисты тщательно проверяют, есть ли основания для запроса информации либо для изъятия размещенных материалов из публичного доступа. Если запрос подан без наличия необходимых полномочий, законных оснований и соблюдения процедуры, мы не выдаем данные. Это все также абсолютная ложь. В период, когда я работал в органах, мне было известно, что без всяких запросов снятием информации с серверов ВК занимаются специальные технические подразделения. В МВД, например, этим занимается БСТМ, которая осуществляет этот процесс через ФСБ, поскольку у ФСБ монополия на прослушку и на все технические мероприятия, связанные с техническим контролем. Контроль ВК может осуществляться как по ID, так и по имени пользователя. Далее я расскажу, какую информацию о пользователях ВК могут получать российские спецслужбы. Итак, самое простое – это, конечно же, ваш IP-адрес. По IP-адресу можно узнать вашего провайдера и, соответственно, ваше местоположение. Далее это средство связи, на котором вы используете ВК. То есть это может быть информация о модели компьютера, ноутбука, телефона. Также это информация об абонентском номере вашего телефона и в некоторых случаях информация о имейле вашего устройства. Далее это местоположение, то есть это геолокация. Информация о вашем местоположении также может передаваться на сервера ВК. Далее это посещаемые вами страницы, а также профили, которые посещали вас. Далее это подписки на группы и различные сообщества ВК. Далее, и это самое важное, это ваша переписка. Это не только комментарии, но и приватная переписка с кем-нибудь. Все это без проблем читается органами. В общем, вся информация, которой вы, то есть ваше устройство, обменивается серверами ВК, вся эта информация снимается и читается российскими спецслужбами. Как избежать всего этого контроля?
Конечно, самый простой ответ – это перестаньте пользоваться ВК, если опасаетесь преследования со стороны российских властей. Но если по каким-то причинам вам все-таки необходимо пользоваться этой соцсетью, в кавычках, то послушайте следующие советы по безопасности. Кстати, эти советы подойдут, как вы понимаете, не только для ВК, но и в принципе для всех остальных российских интернет-сервисов, которыми вы собираетесь пользоваться. Итак, начну по порядку, что называется, по шагам. Первое. Лучше не пользуйтесь ВК с мобильного средства, то есть с телефона или планшета. В общем, с того устройства, в котором есть слот для сим-карты. Почему? Как я уже сказал ранее, спецслужбы могут определить ваш номер e-mail, а далее и местоположение мобильного средства. Даже если вы приобрели чистый телефон и левую симку, это вас не спасет, поскольку когда у них будет информация об абонентском номере или об e-mail, вычислить ваше местоположение с точностью до квартиры по излучаемому сигналу не составит проблем. Это отдельное мероприятие, так что для пользования ВК лучше используйте отдельный ноутбук или компьютер, который не подключается к сотовой сети. Далее, второе. Обязательно используйте шифрование содержимого вашего компьютера или ноутбука. Для этого есть как встроенные в операционке системы шифрования, так и отдельный софт. Далее, третье. Установите на вашем устройстве надежный VPN-сервис и Tor-браузер, через который вы и будете юзать ВК. Далее, не используйте для ВК тот же браузер, с помощью которого вы логинитесь в других ваших соцсетях или российских интернет-сервисах. Далее, постоянно чистите историю и куки браузера. Лучше включить это в его настройках в автоматическом режиме. Отключите геолокацию. Далее, включите VPN и запустите браузер Tor. Для регистрации в ВК используйте анонимный абонентский номер, лучше не российский, через сервис, который предоставляет виртуальные сим-карты. Код регистрации придет на этот виртуальный номер, и его сообщит вам этот сервис. Такие сервисы принимают оплату в криптовалюте, так что там можно остаться анонимным. Далее, при регистрации не используйте те данные, которые могут вас идентифицировать. Это очевидно. Фотопрофиль сгенерируйте с помощью нейросети, не используйте готовые фото из выдачи Google или Яндекса. Далее, каждый раз перед тем, как вы заходите в ВК, включайте VPN и лучше используйте еще и Tor-браузер, как я говорил. Пускай на вашем устройстве VPN будет включен постоянно, установите его запуск при загрузке системы. Далее, не подключайте свои банковские карты в качестве способов оплаты различных встроенных платных сервисов ВК. Ну что ж, у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. Друзья, если вам нравится то, чем я занимаюсь, поддержите меня донатом. Так вы поможете мне делать контент гораздо чаще и, может быть, даже немного лучше. Ссылки и реквизиты для этого вы найдете в описании к этому видеоролику и в описании YouTube-канала. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, который регулярно обновляется. Там тоже много важной и полезной информации. Ссылку на него вы также найдете в описании к этому видео. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.